Так, а вот и свежая порция подготовительных задач с параметрами. В этот раз будет показательное неравенство и очень простое, не пугайтесь, логарифмическое уравнение. Поехали! Решите неравенство 0,5 в степени x меньше или равно b плюс 2 для всех значений параметра b. Подумайте, какие значения параметра в этот раз стоило бы рассмотреть отдельно. На мой взгляд, это значение меньше или равное минус двойки. В такой ситуации правая часть не была бы положительной, так как же она могла бы сравняться или превысить значение показательной функции? Конечно же никак. Посмотрите на график. Показательная функция всегда выше оси абсцисс, то есть она не бывает ни нулем, ни отрицательной. Так что в первом случае у нас нет решений. Вторым случаем исследуем все оставшиеся значения b. Для них правая часть положительна, и значит ее можно было бы представить вот такой жуткой показательно-логарифмической форме. Но в нашем случае, по секрету скажу, это очень удобная запись. Смотрите, слева 0,5 в степени x. А справа тоже 0,5 в некой степени. По свойству показательной функции, она монотонная, мы можем перепрыгнуть к степеням. Слева x, а справа логарифм b плюс 2 по основанию 0,5. Только будьте начеку в плане знака неравенства. Здесь он меняется, потому что показательная функция монотонно убывала. Это связано с ее основанием. Оно было от 0 до единицы, 0,5. Ну что ж, вот и все, задачка-то решена. Во втором случае нам годятся все иксы не менее логарифма b плюс 2 по основанию 0,5. Посмотрим нежно на все наше решение, отметим все тонкости и ловушки задачи и логично продолжим тему логарифмическим уравнением. Для каждого значения а решите уравнение. Логарифм x по основанию a равен единице. Обязательно попробуйте эту задачку сами, она легкая, честное слово. Вот еще раз ее условия. И тут же первый случай. Если a принадлежит лучу от минус бесконечности до нуля, или чего хуже единицы, то тогда уравнение не имеет решений. Сами посудите, для таких значений а логарифм вообще не существует. О каких решениях может идти речь? Ни о каких, конечно же. Давайте второй случай. Если а принадлежит промежуточку от нуля до единицы, или от единицы до плюс бесконечности, то есть а нормальное существующее основание логарифма, тогда а в первой степени дает x, то есть аргумент логарифма. Притом посмотрите, какие значения а мы берем. Для них x, конечно же, будет существовать, то есть в плане УДЗ все в порядке. Супер, давайте писать ответ. А впрочем, чего писать-то? У нас после исходного уравнения сразу же ответ и получился. Ну и кто мне скажет, что эта задача была трудной? Но и в этот раз скажу, кто ее осилил или предыдущую. Большие молодцы!